Всем привет! Мы продолжаем рубрику «Эволюция Swift», и в этом видео мы поговорим про новый протокол, который появился в Swift 5.5, а именно Async Sequence. Этот протокол позволяет нам использовать циклы в асинхронных последовательностях. Потребность в этом может возникнуть тогда, когда мы хотим использовать значения по мере их поступления, а не вычислять их сразу, как в обычных циклах. Может быть, для их вычисления требуется время, или, может быть, они недоступны сразу. Использование async sequence почти идентично использованию обычного протокола sequence, которое мы используем, если мы хотим работать в обычных последовательностях. Но за исключением того, что наши типы теперь должны соответствовать не протоколу sequence, а протоколу async sequence, чтобы поддерживать синхронную последовательность. И также необходимо сделать не обычный итератор, а async итератор. И наш метод next в async итераторе нужно пометить ключевым словом async. Давайте посмотрим на примере, как это может выглядеть. Мы создадим последовательность под названием double-генератор, которая, начиная с единицы, удваивает свое значение. Вот так эта последовательность будет выглядеть. Смотрите, вот мы создаем нашу структуру double-генератор, сделаем соответствие, чтобы она соответствовала протоколу async sequence, создаем здесь топали для типа int, это будет у нас элемент. Потом что делаем дальше? Внутри нашей структуры double-генератор мы создаем подструктуру, вложенную структуру под названием async итератор, которая будет уже соответствовать протоколу async итератор протокол. Здесь делаем значение, с которого будем начинать, и создаем наш метод next. Он у нас будет помечен как mutating, потому что он будет вот это значение менять. И здесь, как я уже говорил, мы должны добавить ключевое слово async, потому что мы хотим добавить как раз вот эту вот асинхронную последовательность. И если значение у нас будет меньше нуля, то мы будем возвращать nil, поэтому важно не забыть. И иначе мы возвращаем какое-либо число. И здесь в конце, в этом методе, будет срабатывать блок def, который будет это значение увеличивать вдвое. И здесь мы помечаем вот знак амперсанда, чтобы таким образом мы могли, так сказать, делать перезагрузку этого значения. И в конце мы используем метод makeAsyncIterator, где возвращаем наш этот вот async итератор с помощью вот этой структуры вложенной, которую мы здесь создали. Протокол async sequence практически идентичен протоколу sequence. Вы можете это проверить. К примеру, если вы везде удалите вот это ключевое слово async, здесь вот, например, здесь уберете async, то это будет также работать, но мы будем использовать обычную последовательность, не синхронную. И теперь, когда мы уже имеем этот тип данных, мы можем использовать цикл for для того, чтобы перебирать нашу асинхронную последовательность. Давайте посмотрим, как это может выглядеть. Для этого мы создадим функцию, которая будет вот выглядеть вот таким вот образом. Print all doubles. Мы обязательно должны ее пометить как async, потому что мы уже работаем с асинхронными последовательностями. И когда мы используем наш цикл for, чтобы пройти по этой последовательности, мы должны перед значением вот здесь вот указывать ключевое слово await, потому что, как я вам уже говорил, это значения у нас будут доступны не сразу, они будут доступны по мере, так сказать, поступления или по мере доступа этих значений. Поэтому мы здесь помещаем ключевое слово await, указано то, что мы здесь можем перейти в режим ожидания и ожидать, когда это значение будет доступно для обработки. То есть цикл for, теперь, как и обычная функция асинхронная, может перейти в режим ожидания. Но также обратите внимание, так как здесь мы используем асинхронную функцию, то также вызывать ее мы должны в асинхронном контексте. Давайте мы это сделаем и проверим. Используем обычный task и вызовем нашу функцию. Также мы при вызове должны пометить ключевое слово await. Запускаем наш код. Обратите внимание, вот все значения, они здесь у нас выводятся. И, как видите, наш цикл прекратился, потому что когда мы уже дошли до максимального значения, которое поддерживает число типа double, мы дальше переопределяем это значение и переходим в отрицательное значение. То есть у нас здесь было бы минус какое-либо значение, но здесь у нас срабатывает вот этот блок кода. Когда у нас появляется значение меньше нуля, то мы уже возвращаем nil, и наша, так сказать, последовательность здесь вот прерывается. Так же, как и обычный протокол sequence, протокол async sequence поддерживает такие распространенные функции высшего порядка, такие как map, compact map, all, satisfy и так далее и тому подобное. Давайте мы это проверим на некотором примере. К примеру, мы создадим функцию contains exact number, в котором проверим, есть ли в нашем списке значений типа double какое-то определенное число. И для этого мы будем использовать метод contains. Смотрите, мы здесь используем функцию contains exact number. Также помечаем, что этот метод у нас будет асинхронным. И мы создаем вот эту последовательность с помощью нашего типа double-генератор. Вот здесь вот мы создаем,
мы видим, что здесь у нас будет тип double-генератор. Потом мы что делаем? Мы используем ключевое слово avid и обращаемся к вот этому значению, которое мы здесь создали, к экземпляру, и запрашиваем метод contains, и запрашиваем, есть ли вот это вот значение, которое мы ищем. И здесь вот мы выводим значение типа bool, то есть мы получаем ответ либо true, либо false. Давайте запустим наш код, вызовем эту функцию также в асинхронном контексте, потому что она у нас асинхронная. Я забыл task использовать. Как видим, да, это значение у нас есть, мы его используем. Оно где-то вот у нас, где-то здесь. Вот оно. Да, это значение у нас есть. Да, поэтому мы вернули значение true. Если мы поставим какое-то другое значение, к примеру, вот такое вот, то мы получим значение false. Да? Этого значения у нас не будет. Как видим, теперь со Swift 5.5 мы можем использовать новый протокол Async Sequence со всеми его преимуществами. Также я вам сказал, что этот протокол идентичен протоколу Sequence. И давайте это проверим вместе. Давайте я вот здесь вот везде удалю ключевое слово Async. Здесь тоже удалю Async. Здесь. Здесь. Функцию я забыл еще переименовать, чтобы она была у нас не make async итератор, а make итератор. Так, теперь мы готовы вызвать нашу функцию. И как видим, теперь мы используем не асинхронную последовательность, а обычную последовательность. То есть, по сути, все то же самое, но без использования асинхронной последовательности. Поэтому, в принципе, если вы до этого использовали протокол Sequence и умеете с ним работать, то с протоколом Async Sequence у вас также не будет проблем. Только не забывайте вызывать эту функцию в асинхронном контексте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео в этой рубрике. Также хотел обратить ваше внимание на мою страницу в Boosty. Там уже доступны некоторые видеоролики из первого модуля по основам Swift. Если вам нужны эти видеоуроки и вам интересно более подробно изучить основы Swift, то можете подписаться. Эти видеоуроки доступны со второго уровня подписки. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. До скорого.